Всем привет, дорогие друзья! Уже не доктор на связи, это экстренный выпуск, где мы с вами будем разбираться, что же происходит с биткоином. Потому что, как видим, в последние дни и недели с биткоином происходили некоторые качели. Мы можем наблюдать, как мультимиллионеры-лудоманы открывают с 10-м, с 20-м плечом сделки на фьючерсах с биткоином, в основном в лонг, в итоге теряют десятки миллионов долларов, потом начинают побираться в Твиттере. И бывшие мультимиллионеры за считанные дни становятся бомжами. Потом на их место приходят новые мультимиллионеры, и пока что этих мультимиллионеров еще хватает, чтобы они занимали места друг друга, рассчитывая, что вот те все прошлые неудачники были, а вот у него-то точно получится. Хотя на самом деле логика эта мне лично абсолютно непонятна, не ясна. Если у тебя действительно это твои последние деньги, вот там, например, несколько десятков миллионов долларов, то зачем ставить на кон абсолютно все твое благосостояние? Хотя на самом деле у меня объяснение есть, почему так происходит. Вероятно, эти деньги были получены либо нечестным путем, либо каким-то совершенно случайным способом. Я думаю, там оба фактора играют, и, вероятно, они связаны с мемкоином. Возможно, эти мультимиллионеры, это лишь моя догадка, я ничего не проверял, но есть такая у меня догадочка, что эти мультимиллионеры были просто созданы точно так же, как они сами создавали различного рода мемкоины или, возможно, путем получения какого-нибудь инсайда либо удачи люди быстро поднялись. Таких людей я лично знаю, которые на мемкоинах поднимались, и еще на Шибе, например, и, в общем-то, как богатели быстро, так, в общем-то, быстро они все это дело и сливают. И обычно история у всех одинаковая. То есть вот этот вот вкус победы, когда человек вот прямо вот разом получил очень много, то есть там 6 цифры с 6 нулями в долларах, вот он, видимо, настолько сладкий, настолько мощный, что человек его начинает искать все больше и больше и больше и не находит ничего лучше, кроме как испытать удачу на все, all-in, да еще и с огромным плечом. И лично знаю таких людей, которые еще вчера были мультимиллионерами, а сегодня у них очень-очень-очень-очень-очень большие проблемы, связанные как раз-таки с торговлей очень агрессивной, без понимания дела, торговлей фьючерсами. Поэтому, ребята, оставьте фьючерсы для тех, кто умеет ими пользоваться. Кто умеет ими пользоваться, никогда не будет заходить на все, на одну лишь сделку и с допуском риска максимум в 5% просадки. Это вообще нонсенс абсолютный. Но вот в такие вот времена, ребятушки, живем. Можно очень быстро и легко стать очень богатым человеком, и еще быстрее и легче стать очень-очень бедным человеком, потом ходить в Твиттере и просить у людей милостыню. Как, в общем-то, происходит с этими мультимиллионерами. Начать я хочу с одного из видеообзоров полугодовалой давности. Вы сами можете найти его у меня на Ютубе. К примеру, вот этот я взял просто на выбор рандомный биткоин-прогноз, чего не видит большинство трейдеров, волновая теория и уровни поддержки. Это видео записывалось в конце прошлого года. И, в общем-то, здесь мы с вами рассуждали будущее движение цены, что, вероятно, там уже был пик в районе 110 тысяч долларов, после чего я ожидал коррекция до различных уровней, да, куда она могла дойти. То есть я здесь схематично обозначал, куда мы пойдем. И что в дальнейшем ожидается, если будет коррекция АБЦ расширенная плоская, небольшой закол этого максимума, который был в конце декабря, и уже после этого фатальное, огромное прямо снижение, которое, скажем, всех очень-очень сильно неприятно удивит. А пока что в данный момент все складывается похожим образом, с небольшими поправками. То есть я решил поднять тот старый счет волн. В данном случае нам интересен именно этот участок. То есть здесь у меня в расчетах стоит, что третья волна закончилась тут, а тут у нас была коррекция, двойная комбинация, и волна Y в ней выступила в качестве треугольника. Вполне логично. Давайте мы повторим эту разволновку, и я вам кое-что интересное покажу. То есть я напоминаю
волновая теория — это один из субъективных методов анализа. Во многом зависит от уровень прогностической ценности таких прогнозов, зависит от профессионализма волнового аналитика и от его психологического состояния, вообще от многих факторов. И разные волновики дадут вам разную картину. Но профессиональные волновики дадут вам, если возьмем несколько, то они дадут вам уже меньшее количество вариаций, и тем не менее вариативность этой структуры достаточно большая. В некоторых, конечно, ситуациях она меньше, то есть меньше вариантов развития событий, а в некоторых ситуациях настолько много, что волновую теорию применять нельзя. В случае с биткоином здесь практически не бывает ситуаций, когда волновую теорию применять нельзя. То есть здесь практически всегда довольно-таки простая структура. За исключением того, что сейчас происходит на мелких таймфреймах. Но давайте мы все-таки с вами будем хотя бы дневной таймфрейм изучать. Сейчас на данный момент здесь изображены скользящие средние. Несмотря на то, что мы на дневном графике, я взял скользящие средние 200-недельную, 50-недельную и 20-недельную. Давайте вообще их отключим пока что. И повторим тот счет волн, который у нас там был использован. Я посчитал там, что это у нас была первая, это у нас вторая, это у нас третья, и четвертая у нас закончилась здесь в виде треугольника, и где-то здесь я считал, что будет заканчиваться пятая. Я хочу внести некоторые изменения, которые сейчас нам подсказочка приходит. Да? Самый главный элемент для волновиков, кто вот волновую теорию изучает, да, вы знаете, что если треугольники образуются, то они образуются аккурат перед последним забросом в том же направлении, куда и смотрит более крупная движущая волна, да, то есть совпадает с более крупной степенью. То есть если у нас генерально тренд, да, мы смотрим, у нас все основные ветки тренда восходящие, да, и мы видим коррекцию, и там где-то появляется треугольник, то он обычно всегда появляется вот как раз перед последним забросом вверх. Там есть, конечно, некоторые вариации, но мы сейчас о них говорить не будем, это уже заход в дебри. Но если появляется треугольник, жди конца, как говорится, да, по крайней мере, в конкретной степени, где этот треугольник появился. У нас здесь, вот конкретно нам нужно смотреть именно на этот вот участок, да? И здесь нам нужно провести этот треугольник эллиотовский. Волна А, волна Б, волна С и волна Д, и волна Е, которая не удалась. То есть она не дошла до нижней границы треугольника. Я бы даже сказал, что здесь мог треугольник даже начаться, знаете, даже отсюда. Хотя это нетипично начинаться для треугольника с расширенной плоской коррекцией. Хотя можно и так посчитать. И обычно в треугольниках зигзаги, как правило. И только там внутренние компоненты B, C, D могут быть какими-то более сложными структурами, но обычно в треугольниках это зигзаги. Вот. И если так, то у нас, получается, должен быть последний заброс вверх. И это у нас волна 1. Мы тогда считали так. Волна 1, волна 2, волна 3, волна 4. Смотрим, что волна 4 не заходила на территорию волны 1. Не заходит, все нормально. И я считал, что это волна 5. И тогда этим самым мы увидим уже истинную вершину рынка в районе 108-109 тысяч долларов. То есть больше мы не полетим, и ждет нас с вами медвежка. Но сейчас картина вырисовывается несколько иначе, несмотря на то, что мы примерно на тех самых уровнях цен. И несмотря на то, что, в принципе, биткоин сейчас движется похожим образом, как я предполагал еще в то время, на самом деле сейчас немножко картина другая, и я хотел бы это все дело скорректировать. Все дело в том, что здесь возникали некоторые сложности со счетом, и я думаю, что у нас здесь немножко другой счет. И сейчас покажу какой. Я думаю, что здесь у нас была трехволновая структура. Вот здесь был треугольник, кстати, если помните, тут был треугольник, мы делали с вами обзор об этом, да, и он как бы предвещал, что это треугольник меньшей степени, меньше, чем это. И он предвещал как бы, что здесь будет еще последний заброс вверх, после чего коррекция. Я думаю, что вот это все, вот этот вот участок, это только третья волна. И я думаю, что отдельно у нас выступила вот эта первая волна, вторая, и это все была вот третья. И это у нас была четвертая волна, вот этот вот весь участок, и это была пятая.
И вот именно здесь мы с вами, скорее всего, увидели вершину рынка. 112 почти тысяч долларов для биткоина в этом цикле. Здесь даже, вот, кстати, мы можем для понимания сделать степень повыше. Да, а здесь еще вот такую пускай, чтобы так. И вот тогда цикл у нас будет заканчиваться вот здесь, вот пятая, ну, вот, циклическая волна, циклическая степень, хотя она не циклическая на самом деле, но пусть будет циклическая в нашем случае, для удобства. И вот получается, что вот наша пятерка, скорее всего, заканчивается здесь. Какие ваши доказательства? Да, надо спросить у графика. Какие доказательства? Отношения. Отношения нужно смотреть вон друг к другу. Я вам в каждом видео повторяю, забиваю вам, так сказать, учу вас, чтобы вы запоминали в классической работе по волновой теории отношениям очень мало уделено внимания. Отношения, это, так сказать, и Эллиот, и Пректор, и Фрост, они вам отдали на самостоятельную работу, чтобы вы с отношениями лучше сами работали, для каждого рынка они свои. Но есть как бы классика, которая распространяется почти на все рынки. Пятые волны обычно равны либо 38,2, либо 61,8% от расстояния от начала первой до конца третьей. То есть мы вот должны померить вот это вот расстояние, вот это вот все. И вот это расстояние должно быть либо 38,2, либо 61,8. То есть плюс-минус там может быть, ну, чуть-чуть, там 1-2% максимум погрешности. Обычно много не дается. И давайте с вами это все дело померяем. Вот у нас начало первой, конец пятой. Почему это конец третьей? Почему это конец третьей? Потому что здесь у нас был расширенная диагональ, расширяющаяся в восходящее, и именно ею заканчиваются импульсные структуры часто, ну, вообще обычными клиниями, а здесь у нас как бы расширяющийся клин был. Ну, и это тоже как вариант. И давайте посмотрим. И вот они у нас 61,8%. 61,8% это 110 627. Мы здесь с вами долетали до 111 943. Ну, то есть $300 как бы, погрешность, понимаете? Это ерунда, абсолютно полнейшая ерунда, которая, ну, вполне себе котируется, считается. И на это уже как бы такой первый звоночек. Такой дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, говорит, смотри, здесь у нас что-то здесь наклевывается, да, здесь есть такие вот отношения интересные, которые подсказывают, что-то здесь может пойти не так. Это к тому, что мы с вами рассматривали, что здесь, ну, буквально везде на недельном таймфрейме очень серьезные медвежьи дивергенции. Посмотрите, на индексе относительной силы двойная медвежья дивергенция на недельном таймфрейме, на линиях MACD и на гистограмме MACD на недельном таймфрейме медвежьей дивергенции, на импульсе отношение цены к скользящей средней тоже медвежья дивергенция. Посмотрите, как в прошлый раз у нас такими медвежьими дивергенциями закончился бычий рынок в 2021 году, после чего коррекция была с 68 тысяч долларов до 15 тысяч. Да, здесь были даже меньшее количество дивергенций. RSI, например, не показывал двойную дивергенцию, он показывал дивергенцию одинарную. А здесь у нас даже по RSI двойная идет, понимаете? Раз, два, три. То есть 3 вершины, и каждая ниже предыдущей, в то время как цены показывали более высокие моменты. Это и способ измерить импульс, насколько есть еще сила все это дело толкать наверх. Конечно, эти дивергенции могут и продолжаться и дальше, но пока дивергенция не снялась, пока она не отменилась, пока мы не обновим вершины, игнорировать этот сигнал себе дороже, потому что вероятности не в пользу роста. Я не говорю, что роста, согласно этим метрикам, быть не может. Это сигнал о возможном развороте тренда именно в этом участке, причем очень долгосрочном развороте тренда. Если мы берем недельный таймфрейм, на это нужно обращать внимание. Так, это у нас первое отношение, да, которое интересно посмотреть, согласно той разметке, чуть-чуть модернизированной, которая была в прошлый раз. Вы знаете, в волновой теории бывает, когда вот сложности были у меня здесь в счете волн именно в этом участке, есть такой хороший совет. Его сам Фрост и Пректор давали еще в свое время, еще в 70-е, 80-е. Если есть проблемы со счетом волн, просто подожди. Просто подожди и посмотри, и тебе дальше уже станет все намного яснее. То есть, или переключись на другой таймфрейм.
Ну и еще давайте какое-то отношение, хоть одно, да, нам нужно еще больше доказательств, что здесь действительно что-то не так может быть, что может быть биткоин в опасности, и может быть кто-то пытается нас наедать. Какой-то президент какой-то очень большой, замечательной страны пытается кого-то наедать, пытается всем всучить биткоин на хаях. Может быть такое? Да легко, потому что человек этот любит наедывать, не знаю, специально э, или так вот получается просто случайно, ну вот так как-то выходит. Может быть, он и не врет, знаете, по поводу того, что там вот он мир принес, там, конечно, в какой-то степени он сделал какую-то вещь, да, которая могла сподвигнуть к миру на Ближнем Востоке, но, может быть, проблема будет где-то за углом, ожидает нас еще какая-то проблема. Мы, кстати, в приватной группе рассматривали индекс VIX еще где-то недели полторы назад, или неделю назад, и я говорил, ребята, что-то индекс слишком подостыл, а это как на фондовом рынке используется для S&P 500 как индекс страха и жадности. Я говорю, тут как бы мы коснулись трендовой линии восходящей, и там прошлую неделю назад я ребятам говорил, что сейчас какая-то херня будет. То есть что-то слишком рынок подуспокоился, его надо немножечко поднапугать. В следующем видео с вами VIX посмотрим, поэтому подпишитесь на мой YouTube-канал, лайк поставьте, колокол нажмите и, в общем, коммент, там все дела, чтобы не пропустить. Вот колокол, самое главное, это вот даже не ваша подписка, это вот колокол, потому что вот вы можете подписаться хоть на миллион блогеров, но если колокол не нажмете, из памяти вылетит, и новые видосы вы так и не найдете. Так что пропустите его. Поэтому колокол не забудьте нажать. Так, еще одно отношение, которое мы можем посмотреть, это мы знаем, что при сильных восходящих тенденциях четвертые волны корректируют третью волну на три отношения важных. И исходя из этого мы можем просчитать дальнейшую силу следующей волны, номер 5. Да? И это обычно 38,2%, 50%, 61,8%. То есть вот у нас наша третья волна, вот она. И вот эта вот волна АБЦ должна была третью скорректировать, обычно вот как раз вот на 3 этих величины. Бывает, конечно, что на 23,6% коррекция идет. Но это прямо при очень сильных восходящих тенденциях. То есть это прям будет сигнализировать о том, что вот следующий рост, он будет прямо, очень сильным. И, возможно, пятая волна даже будет растянутой. Если коррекция идет до 50%, это считается еще здоровый восходящий тренд. Если ниже 50%, то считается, что пятая волна будет слабенькой. То есть не сильно будет обгонять конец третьей волны. И давайте вот померяем уже простым инструментом отношением Фибоначчи. Конкретно померим. И посмотрите, аккурат 61,8%. То есть мы в пользу того, что вот эта структура сама по себе является третьей волной, вот логика какая, прочувствуйте, поймите. То есть если тогда, еще полгода назад, я пытался предположить, что это вся пятиволновая структура, то сейчас мы с вами рассматриваем это как чисто третью волну. И какой элемент может подсказать нам, что это именно она? Это именно эти три отношения, если они встретятся, как бы могут нам подсказать, что да, действительно, это именно эта третья волна. То есть, заметьте, нужно мерить это расстояние не на всю длину, а именно третью. Вот именно от конца двоечки, вот здесь вот. Не с конца треугольника, а чуть-чуть повыше. И конец вот пятерочки. И заметьте, не локальный вот здесь вот максимум, да, потому что вот этот вот максимум – это часть структуры АБЦ расширенной плоской коррекции, а именно этот максимум. И, ребят, если для вас волновая теория сложна, и вы не совсем понимаете сейчас, о чем вообще этот интересный человек говорит, если совсем непонятно, пожалуйста, введите в поиск уже не доктор волновая теория. Найдете вот такое вот час 18 минут видео идет, посмотрите это практическое руководство, этот вот мастер-класс по волнам. И вам сразу станет намного все понятнее. То есть вы хотя бы сможете лучше воспринимать тот контент, который я для вас записываю. Конечно, после одного просмотра такого видео профессиональными волновиками вы вряд ли станете, это маловероятно, на это у вас уйдут годы, но, тем не менее, хотя бы понимать происходящее на экране вы будете намного лучше, несмотря на то, что я пытаюсь в своих видео каждый этот элемент объяснить. И в совокупности того, что пятые волны
нужно подтверждать их завершение крупными медвежьими дивергенциями, а у нас, как вы видите, крупные медвежьи дивергенции на осцилляторах есть на всех недельных осцилляторах на недельном таймфрейме, ну, как бы добавляет в копилку, знаете, что что-то здесь не так. И какой же сценарий отмены? То есть в любом хорошем прогнозе должен быть сценарий, должен быть уровень, должно быть условие, которое скажет, что этот прогноз, он вот был неверен. Надо пересматривать всю картину. Если вы не видите такого условия в прогнозе, знайте, вам пытаются продать какую-то чушь, какую-то чепуху, какую-то лабуду. Потому что воздух, да. Я часто вижу такие вот прогнозы, в особенности пишут их копирайтеры, которые работают на какие-то маленькие криптожурналы, которые описывают, дают прогноз движения цены биткоина по каким-то уровням. Они говорят, если пробьет этот уровень, то пойдет туда, если пройдет этот уровень, пойдет туда, а если не пробьет, то не пойдет. И, в общем-то, эти уровни они размещают в полупроценте или в проценте друг от друга, и выглядит это так. Если биткоин пробьет 101 тысячу, то пойдет к 102, если пробьет 102, то пойдет к 103, а если не пробьет 103, то пойдет обратно к 102. То есть, информации ноль, понимаете? Поэтому здесь очень важно иметь момент фальсификации, да, то есть мы должны понять, когда же это у нас, эта гипотеза будет сфальсифицирована. То есть мы здесь с вами как ученые, или как, я не знаю, или как артисты, или как художники, люди искусства, технического искусства, математики, пытаемся предугадать, куда же двинется цена на основе психологии, массовой психологии, различных там вот как раз к этому относящихся поведенческих финансов, гипотезе адаптивных рынков, всех я могу вам кучу умных слов сказать, но я пытаюсь все в комплексе применять в своем анализе. Но для более интересного повествования и попытки заглянуть куда-то далеко в будущее мы используем, к сожалению, субъективные методы анализа, которые тяжело поддаются расчетам, и все-таки вам следует полагаться только на мой опыт. Исходя из моего опыта и все-таки применяя волновую теорию по правилам, тут много норм, но есть конкретные правила, ни одно из них не нарушается при моем счете волн. Тут много чего указывает на то, что мы здесь с вами заканчиваем этот рост и уже, скорее всего, его закончили. Только если мы будем подниматься выше вот этого уровня, 110 737, у нас возникнет задача пересмотреть счет волн, который сейчас здесь используется. Только при этом раскладе. То есть в данный момент, как вы все знаете, у меня набраны шарты на биток. Но не с целью заработать на данный момент. Не с целью заработать, а с целью захеджировать лонговые позиции по альтам. В альты я на сегодняшний день нахожусь, я 50% своего капитала вложил уже в альты. 50% капитала у меня в USDT. Я пока что перестраховываюсь, даю себе право на ошибку. Право на ошибку — это очень важно. Вот если бы те ребята, которые теряют сейчас десятки миллионов долларов, давали себе право на ошибку, у них было бы больше возможностей не оставаться бомжом, а все-таки быть на коне, на каком-то железном, очень дорогом коне. Но люди почему-то жадничают в моменте, совершают такие ужасные ошибки, которые потом так просто не исправишь. То есть людям дается шанс 1 на миллион, и они вот так легко с ним расстаются. И даже не понимаю, что творится у людей в такой момент в головах. Очень важно не попадаться на такие удочки жадности и не слушать никаких президентов. Не слушать президентов, в особенности тех, которые любят врать. Вот как один из президентов. Вообще не все любят врать, но этот прям в особенности. Он такой очень интересный персонаж. Поэтому будьте очень осторожны, слушая различных Майклов Сейлоров, Дональдов Трампов, и уж тем более и одного из его сыновей. Это очень уникальный человек. И вот этот Дональд Трамп Джуниор, по-моему, или как его там. Я забыл, как... Он не Дональд. Или Дональд. В общем, там тот, который криптой заведует. По папиному указанию еще мобильники Дональд Трамп выпускает. В общем, тот персонаж вообще уникальнейший. И вы представляете, что есть люди, в любом случае есть люди, которые его слушают. То есть он, где он и где крипта, это вообще
Я вообще не понимаю, что этот человек здесь делает. Ну, то есть, как бы, типа, о, крипта молодежно-модная, я буду здесь. Папа, я буду криптой заведовать. Папа, а можно я буду с большого экрана рассказывать всем, что биткоин скоро будет стоить $1 миллион. А можно я буду рассказывать, что цена эфира $3500. Это отличная возможность для покупки. Ну, и все в том же духе. В общем, не слушайте этих людей. Они не понимают, о чем они говорят, потому что они не трейдеры, они не технические аналитики, они не фундаментальные аналитики, они не экономисты, они никто, они прохожие, блядь. Извините за мат. Ну все, 18+ уже на ютубе. Прохожие, понимаете? Прохожие, которые случайно оказались на тех местах, где они сейчас находятся. Поэтому никогда их не слушайте. Вот они могут быть 1000 раз профессионалами где-то в каких-то других областях. Но они почему-то решили лезть сюда, потому что здесь бабки. Времени у них нет здесь развиваться, и желания наверняка тоже нет. А вот желание получить много бабла у них есть, как у тех самых лудоманов, понимаете? Ну, тут жучиться надо как-то трейдеру. Вот я сейчас точно, вот сейчас Трамп же сказал, что сейчас будет все расти, значит, все будет расти. Там же везде Федеральный резерв принимают, значит, вот надо зайти на 20 иксов с плечом, на всю котлету, все, что у меня есть, там, все мои десятки миллионов долларов, то я сейчас зайду, сделаю себе, я не знаю, что там, какая цель, там наверняка даже цели никакой у человека нет, и даже нет никакой конкретной цифры, хотя, наверное, следующая цифра психологическая, это $100 миллионов, а если $100 миллионов уже есть, то, наверное, и о миллиарде человек мечтает. Ну, в общем, не будьте теми людьми, которые слушают ненужных людей, а лучше сами разбирайтесь, лучше сами. Ребят, переходите в мой Телеграм, там вот очень много обучающих материалов бесплатных, а также там есть, часто я разыгрываю доступ в свою приватную группу, где есть масса обучающих роликов, где много обучения, и именно обучение профессионального, которое вам именно нужно знать для того, чтобы торговать профессионально. Не какой-то там 3 урока про уровни, и какие-то треугольнички и прямоугольнички. Это, знаете, это вы можете сами брошюрку одну прочитать и сами все выучить. Конечно, любой момент вы можете сами выучить, но все-таки я стараюсь давать именно так максимально объективное обучение, которое позволит вам заложить основу, чтобы развиваться дальше в этой сфере, если вы хотите разбираться. Ну или хотя бы смотрите бесплатные уроки, которые у меня есть в доступе, для того, чтобы лучше понимать. И давайте закончим, подытожим эту идею. Вот если мы сейчас будем за счет этого подниматься выше 110, там, 600 вот этого уровня, вот если будем подниматься выше него, и уж тем более выше этого максимума прошлого, ну хотя вот достаточно даже выше этого уровня, но, знаете так, на всякий случай, с учетом того, что здесь у нас там много перепуганных есть, закол, конечно, может быть и сюда. То есть если будем выше 112 тысяч, даже давайте я с запасом возьму, подниматься, вот только тогда можно говорить о том, что все-таки рост здесь еще, скорее всего, не закончился. И то очень осторожно, потому что много тут здесь все прямо кричит, молится о том, что, ну, ребята, ну, пожалуйста, биткоин кричит, ну, пожалуйста, ну, будьте осторожны, ну, берегите себя. С другой стороны, биткоин-доминация, ну, страшно перегрета. И мы в одном из следующих видео с вами в очередной раз свежий взгляд на биткоин-доминацию пустим. Поэтому, опять же, напоминаю, нужно подписаться на канал, чтобы не пропустить. Но вот в данный момент я вижу биткоин-график последние дни, недели показывает такую картину, что люди, ну ищут любую зацепочку, ну любую, ну хоть маломальскую зацепочку, чтобы чтобы полонговать биткоин. Вот, ну, не верят люди в то, что здесь, ну, не может это быть пиком рынка. Ну, так убедили людей, что он будет $1 миллион, понимаете? Вот настолько вера сейчас крепка и сильна, что разгружаются об этот народ сейчас крупные капиталы. Просто вот потихонечку, что покупалось там за сотни долларов, за $1000 эти битки, потихонечку сейчас напихиваются всяким Майклом Сейлором, которые ведут за собой паству свою хомячью, и вот всем им за обе щеки все это дело напихивается. Так всегда было и так всегда будет. Поэтому очень осторожно. Мы с вами точно находимся, ну, давайте уже так,
Не надо никем быть, никаким там супер аналитиком крутым, чтобы вот так вот, взглянув просто на такой вот график недельный, и когда тебе говорят, покупай дешево, продавай дорого, и когда ты смотришь на этот график и видишь, как он закругляется, как импульс теряется, вот и он находится в верхней границе всех возможных точек, которые только может быть, это дорого или дешево, ребята? Это дорого или дешево? Вот в чем вопрос огромный. Неужели нельзя ответить на этот вопрос? А оказывается, что нет, нельзя. Люди не могут этого сделать. Ладно, мы сегодня и так уже сильно затянули. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Все внимание на уровень 110 800, 112 тысяч. Вот. Если он пробивается, тогда да, есть еще порох в пороховницах, еще, может быть, полетим. Но в данный момент я открыл уже, это мой второй заход в короткую позицию по битку с целью защитить свои альты. Альты продавать я не собираюсь, потому что все-таки, биткоин-доминация, она очень перегрета. Да? То есть, и, возможно, она пойдет еще выше, но, тем не менее, это тот уровень, когда альты уже, на мой взгляд, надо покупать. Не на все, но хотя бы хоть что-то иметь. Вот поэтому я так и работаю. А я всем желаю жирного профита. Подписывайтесь. Пока.